Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Лошади – прекрасные создания. Кстати, у нас в плейлисте лекции и аудиокниги есть ролик про историю появления лошадей. А еще я уже успела рассказать про фрисскую, ахалтекинскую и орловскую породу лошадей. Ролики о них вы сможете найти в плейлисте «Не хищники» или «Питомцы». Сегодня же у нас в гостях еще один прекрасный представитель лошадиной породы. Высокие, стройные и выносливые. Так обычно люди характеризуют этих лошадей, сравнивая с ахалтекинцами и орловскими рысаками. Встречайте донскую или казачью степную лошадь, русскую породу упряжных и верховых лошадей. Ну и начнем мы, как и во всех роликах про домашних животных, с истории появления этой породы. Началось все со степных пород лошадей примерно в 18 веке. Степные кони к тому времени уже были улучшены восточной кровью, потому что турецкие, персидские, карабахские и туркменские производители попадали к казакам в качестве военных трофеев во время русско-турецких войн. Родоначальницей нашей восточной степной лошади является калмыцкая или монгольская лошадь. Как раз на ней совершался стремительный натиск монголов. Эта лошадь, пришедшая из глубин восточных степей, впоследствии разделилась на две породы. По левую сторону Волги малорослая киргизская лошадь с густым волосяным покровом и более грубыми формами, а по правую сторону Волги калмыцкая. Она, находясь в более мягких климатических условиях, была выше и нежнее. В 18-м, начале 19 века в качестве военных трофеев на Дон поступали много персидских и карабахских лошадей. По окончании русско-персидских войн это закончилось, однако снабжение донского коневодства взяло на себя государство, которое организовало закупочные экспедиции, которые в основном привозили туркменских лошадей. В истории развития донской породы остались имена первых заводчиков – Илованского, Янова, Платова и Серикова. Подвижных, выносливых коней они поставляли в основном для кавалерии. В конце 19 века был построен конный завод для донской породы, который назвали в честь Платова. Именно этот ученый внес большие изменения в породу, скрещивая ее с арабскими и персидскими лошадями. Получавшиеся красивые скакуны довольно быстро прославились и стали использоваться на службе в армии. Они отлично показали себя в англо-бурской войне, поэтому и потом продолжали принимать участие в войнах. Впервые на выставке донская порода лошадей была представлена в 1910 году в Ростове-на-Дону, а судьи оценили их как настоящее достоинство России. В начале 20 века формирование донской породы лошадей завершилось, однако вскоре пришло и забвение. Поголовье сильно сократилось во время Первой мировой войны и революции. Из-за малочисленности породы в селекционной работе приходилось использовать английских верховых лошадей. Донскую породу восстанавливали 10 лет. В советский период донские лошади занимали в коневодстве второе место после орловских рысаков. Однако сейчас из-за малого интереса они снова большая редкость. Ну и немного о красоте. Дончане – это мускулистые, плодовитые лошадки с сильным иммунитетом и хорошим здоровьем. Полностью они формируют
формируются к 5 годам, но при правильном уходе уже в 3 года они достигают нужных показателей и готовы к работе и любви. Дончаки быстро адаптируются в условиях юго-восточных русских степей и приспосабливаются к табунному содержанию. Также они хорошо усваивают грубую пищу и создают жировые запасы, необходимые при летних засухах или суровых зимах. Однако в результате этого табунного содержания у донских лошадей сформировался самостоятельный и независимый нрав. Их выводили для кавалерии и военных действий, и поэтому им требуется постоянная хорошая физическая нагрузка и тренировки. Но при общении с человеком донские же ребята растут довольно контактными. Они свободно поддаются обучению и проявляют хорошее природное любопытство. Стоит помнить, что дончане признают только одного хозяина и очень переживают при смене владельца. Внутри донской породы сложилось 4 типа: восточно-карабахский, персидский, восточно-массивный и верховой. А масти разрешены 3: рыжая, первоначальная, каурая и гнедая, которая появилась позже всех. Сейчас дончан используют в основном как верховых лошадей в различных состязаниях. Часто представители донской породы служат в конной полиции, а стоимость такой красотки из-за ее редкости колеблется от 60 тысяч рублей до полумиллиона. К сожалению, порода находится почти на грани вымирания. А какая порода лошадей больше всего нравится вам? Обязательно напишите в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!